Всем привет! В этом видео продолжаю говорить про учебный план, про учебное планирование. И в предыдущих роликах я показала, как составлять учебное расписание, как правильно планировать свое обучение. Но все дело в том, что очень часто бывает, что вы вроде как все красивенько вот это сделали, все правильно сделали, по правилам и так далее, но по факту это все не работает. И поэтому я хочу разобрать самые распространенные причины, почему же ваше планирование все-таки не работает, даже если все красиво, замечательно, и вы приложили массу усилий для того, чтобы его сделать. И первая ошибка или причина, как хотите называйте, это то, что вы банально игнорируете ваше планирование. То есть либо вы его вообще не составили, то есть какой-то там план набросали и забросили это дело, либо вот вы проделали большую работу, составили свое расписание, учли там много всяких разных факторов, в общем, вложились в это силы, время, ваши знания, ваши силы и так далее, но по факту каждый день вы в него не заглядываете, то есть не заглядываете в свои планы. Вам все время кажется, что вы и так все знаете, у вас куча текущих проблем, и вообще куда-то заглядывать зачем, ну все и так понятно. И это очень частая ошибка, потому что, во-первых, нет, непонятно, потому что вы же вложили в ваше расписание определенные задачи, определенные действия в определенное время. И когда начинается новый день, вы не знаете идеально этого расписания. Но вы как бы заложили время, а потом вы его тратите на другое, а потом, когда приходит время делать то другое, у вас уже нет времени, вы опаздываете и так далее. В общем, начинают накапливаться проблемы. Соответственно, если вы такой молодец, составили свой план, все-таки надо туда заглядывать. И следующая ошибка, которая вытекает из предыдущей, очень часто мы забрасываем свое планирование, потому что у нас нет единой системы. То есть вы там начертили стадий-план свой в тетради, плюс у вас там какой-то туду-лист в телефоне, потом где-то записочка, где-то какая-то там помарочка, еще что-то. Ну, то есть у вас нету вот этой одной большой системы, то есть либо электронной, либо бумажной. То есть не нужно их разделять, потому что начнется путаница, вы будете тратить либо в 2 раза больше времени, потому что вам нужно будет и одно, и второе заполнить, либо у вас часть дела останется в одном месте, часть в другом, вы обязательно что-то забудете, что-то пересечется, что-то упустится и так далее. В общем, система должна быть единой, система должна быть комфортный лично для вас. Следующая причина, которая изо дня в день очень часто встречается, те, кто особенно начинает планирование, то есть это такое для него в новинку что-то. Я неоднократно говорила о том, что когда вы определяете свои стадии-блоки, не залазьте на них. Но дело в том, что это очень соблазнительно, так как стадии-блоки это не там лекции, не какие-то определенные вещи, которые вам нужно обязательно там быть, в это время учиться, это ваше самостоятельное обучение, и зачастую это такие большие промежутки времени, и так соблазнительно что-то на них назначат, потому что, ну, они же такие большие, вы же себе все распланировали. Какая разница, часиком раньше, часиком позже, или там куда-то я схожу, куда-то отлучусь, что-то сделаю. Но, опять-таки, повторюсь, когда вы определяли себе эти стадии-блоки, если вы учли все свои, ну, всю свою нагруженность, все свои лекции и так далее, то это именно то время, которое вам нужно. Оно очень ценно, оно очень важно для вас. Это очень чревато. То есть не сразу, да, возможно, одну неделю это прокатит, вторую неделю, возможно, прокатит, как-то там вы сориентируетесь, что-то доучите, чуть-чуть посидите ночью или еще что-то, ну, как-то компенсируете это дело. Впоследствии, скорее всего, это выльется в какую-то большую проблему, большую недостачу времени, большую недоученность, скопленность каких-то задач, каких-то заданий и так далее. В общем, вы делаете себе медвежью услугу. То есть вам кажется, что нет ничего страшного, но если вы делаете это из раза в раз, то есть не один раз, а с регулярностью, то это все накапливается, вы не успеваете, вы опаздываете, что-то пропускаете. В общем, ничего хорошего в этом нет. И продолжая историю учебных блоков, еще одной причиной того, что ваше планирование не работает, ну, как бы вам кажется, что оно работает, но по факту вы не особо продвигаетесь в каких-то своих учебных делах, потому что вы не планируете четко каждую учебную сессию, каждый учебный блок, который вы себе запланировали. Особенно это актуально для самообучения, либо для онлайн-обучения, когда меньше
меньше контроля, и вы сами должны как бы себя продвигать. Что я имею в виду? Я говорила о том, что когда вот вы себе назначили там 5 часов учебы, вы должны точно понимать, что вы за эти 5 часов должны сделать, что прочитать, какие задания сделать, как практиковаться и так далее. Если у вас нету этого четкого плана, вы постоянно будете метаться. Вам кажется, что и вот это надо, и вроде вот это надо, что-то еще, а вы забыли, что вам там на завтра и так далее. То есть, когда вы составляете to-do-лист, вы все-таки хорошо, если посмотрите вперед, назад, что вам нужно на завтра, что вам нужно в перспективе, что вам нужно через пару дней, что там нужно подтянуть, что нужно повторить это, вот если назад смотреть, какие у вас были лекции, что вам нужно разобрать. То есть вы должны провести такую несложную, но аналитическую работу, чтобы понять, что конкретно в эти часы вы должны делать. Тогда вы это сделаете, и тогда вы продвинетесь. Когда вы садитесь и не понимаете, что вам нужно делать, зачем вам это нужно делать, а что будет завтра, что будет послезавтра, может быть, и вот это, вы по факту практически никуда не продвинетесь. Вы сделаете гораздо меньше, менее эффективно, вы обязательно что-нибудь забудете, вы обязательно что-то упустите и так далее. Еще одной распространенной причиной неработы планирования – это когда вы намеренно перегружаете часть дней для того, чтобы, как бы, вам кажется, освободить, сделать себе какие-то выходные или среди недели сделать выходной. Но если он естественным образом получается, вот у вас так распределена нагрузка, вы можете себе это позволить. Это нормально. Но когда вы специально загружаете остальные дни сверх меры, то есть когда вы там учитесь с 8 до 8, вот вообще без перерыва, если вы себе так ставите, то вы по факту себе, опять-таки, делаете медвежью услугу в том плане, что вы себя перегружаете, вы себя переутомляете всем этим учебным материалом. Сколько раз я вообще говорила о том, что нельзя весь день учиться, нужно обязательно перемешивать свою деятельность, потому что наш мозг должен переводить всю эту информацию, он должен ее обработать. Поэтому, как бы, если вы намеренно это делаете, то есть ставите больше учебных блоков, больше как бы часов, которые вы можете себе позволить, вы понимаете, что это сверх вашей собственной нормы какой-то, вашей личной, потому что у нас у каждого есть определенное количество часов, которым можем продуктивно учиться, и сверх, никак не получится, даже если мы сильно постараемся. В общем, если вы это делаете специально для того, чтобы сделать какой-то выходной, то в этот выходной вы будете лежать пластом, то есть вы не будете ничего соображать, вы будете гиперуставшие, такой перегруженный всей этой информацией, и смысла от этого выходного практически не будет. Следующие причины, почему ваше планирование не работает, частенько бывает то, что это планирование не ваше. Есть очень много всяких стадий-блогеров, которые выкладывают свои ежедневники, показывают свою рутину, показывают, сколько они учатся, и вы ориентируетесь на них. Иногда бывает, что он же такой продуктивный, он же такой классный, у него все получается. Вот если я буду все повторять, у меня все получится. Но это как бы другой человек, у него свой ритм, у него своя нагрузка, у него по-особенному работает мозг, так как у него работает. Он с определенной скоростью обрабатывает информацию, ему комфортно определенные вещи. Если вы будете тянуть это на себя, то это бессмысленно, потому что вы работаете по-другому, у вас учебная нагрузка совершенно другая, вы совершенно по-другому все делаете и так далее. То есть как только вы начинаете кого-то копировать, будь то привычки, планирование, какие-то расписания, еще что-то, вы всегда должны понимать, что вам нужно это все индивидуализировать, то есть нужно подстраивать под себя. Да, какие-то вещи можно взять, там какие-то отдельные элементы, притянуть на себя, попробовать. Если не получается, как бы откинуть, искать дальше. А если получилось, то вливайте ее в свою жизнь, вот эту деталь, которая там помогает вам быть более продуктивным, там, например, использование того же помодора, еще чего-то. Это все хорошо. Но если вы полностью копируете чей-то день в надежде на то, что вы станете таким же продуктивным, то, скорее всего, вы разочаруетесь, потому что вы не сможете жить по этому расписанию, потому что это чужое расписание, подстроено под чужие нужды, под чужие биоритмы. И в связи с этим следующая причина – это то, что вы не корректируете свой план и не подстраиваете его под себя. То есть, опять-таки, возвращаясь к началу, что вот вы все составили, красивенький планчик написали, он такой замечательный, вы там чуть ли не заламинировали его и пытаетесь по нему жить. Даже если вы проделали подготовительную работу идеально, собрали всю информацию, все просчитали, вы такой молодец, построились под свои биоритмы, но жизнь всегда вносит свои коррективы. У вас меняется расписание, появляются какие-то дополнительные занятия, информация, еще что-то. Стадий-план должен быть живым. Это живая субстанция, которая меняется от случая к случаю. Да, в большинстве своем основа должна оставаться, но какие-то вещи могут меняться, поэтому я всегда за стикеры,
нарезы какие-то, зачеркивания, можно даже подклеить что-то, если у вас там бумажный, например, планер, подклеить что-то, заклеить, потому что это перенесено, это не работает, это неудобно. Вы можете как бы составить свой план, потом прожив по нему неделю, вы понимаете, что в этот день вы сильно перегружены, в этот день вы там дольше добираетесь до учебы, потому что там время такое, что пробочное время, вам нужно больше отвести времени на передвижение и так далее. То есть нужно всегда подстраивать свой учебный план. Повторюсь, он должен быть рабочим, он должен быть актуальным, он должен быть вот здесь и сейчас, он должен работать. Это не должно быть что-то сложное, сложно-структурное, такое монументальное, которое давит на вас и не дает вам ничего делать. И последняя причина или ошибка, которую я хочу разобрать, она меня, если честно, поразила, потому что сначала я прочитала об этом в комментариях, потом я изучила немножко этот вопрос и поняла, что так делают очень многие. И меня это до глубины души расстроило. Все дело в том, что я на канале рассказываю о том, как работать с информацией, что нужно делать, когда вы читаете, когда вы составляете конспект. Чуть ли не на голове стою, рассказываю о том, что нужно активно работать с информацией, нужно применять, нужно вливать это в вашу практику, соединять с вашим опытом, нужно рассказывать другим. В общем, рассказываю вам об активных процессах работы с информацией для того, чтобы она запомнилась, для того, чтобы она обработалась, чтобы пришло понимание и так далее, и так далее. Но оказывается, очень многие вычисляют количество учебных блоков, то есть часов, которые они тратят на обучение, и вообще, когда хотят просчитать вообще, сколько у них там часов пойдет, точнее, на какой-то предмет или еще что-то, они это вычисляют по скорости чтения. И все. То есть считается, вот ты читаешь с такой-то скоростью, вот такое количество страниц, там за 10 минут ты прочитаешь, не знаю, там 10 страниц, неважно. И, значит, ты книгу прочитаешь за вот это время, там учебник, значит, ты этот предмет освоишь за это время и как бы закладывай себе это время. Что? Что это вообще такое? Вы что, 9-летний вундеркинд из МГУ, который просто читает, не пересказывает, и на этом все, как бы считает, что предмет выучен? Нет, это так не работает. Учебный процесс, учебный блок, когда вот вы, например, работаете с учебником, вам нужно что-то прочитать. Само чтение занимает примерно 25% вашего времени. Все остальное время вы должны работать с материалом, вы должны его пересказывать, вы должны его записывать карточки, делать какие-то схемы, пересказывать кому-то, не знаю, отвечать на вопросы и так далее. То есть самого чтения очень мало. И вообще в целом в процессе обучения чтение — это просто маленький пазлик того, что вы учите. Ну, то есть просто один из источников информации. Их должно быть много. Вы должны слушать, вы должны работать, вы должны применять свои знания, вы должны читать, но это один из инструментов. Он не может быть единственным. То есть либо вы абсолютный уникум, и да, такое бывает, люди с феноменальной памятью, но зачастую люди с фотографической памятью, они запоминают именно конкретные факты, вот то, что они прочитали, но применить они это не могут. Потому что для того, чтобы применить, нужно пропустить через себя, нужно пройти через стадии понимания, анализа, синтеза. Это все очень сложно, но нельзя так. Пожалуйста, не делайте так. Я вообще, в принципе, против скоростного чтения. По одной простой причине. Наш мозг воспринимает информацию с определенной скоростью. Все. То есть вы можете прочитать гораздо быстрее, но мозг воспринимает с определенной скоростью информацию, он перерабатывает ее с определенной скоростью. Эта скорость у каждого своя. Но вы не можете сверх этой скорости, то есть все остальное выпадет. То есть часть информации, она переработается. То есть если вам нужно просто прочитать и ничего дальше с этим не делать, да, скоростное чтение, скорочтение вам подходит. Но если вы хотите запомнить эту информацию, понять эту информацию, дальше с ней что-то делать, чтобы она у вас осталась, придется читать достаточно медленно и работать с этой информацией. Все, я высказалась по этому поводу, просто это очень сильно меня беспокоило и, честно, обидело даже. Потому что, повторюсь, я столько сил вкладываю в то, чтобы вам рассказать и донести, что есть другие способы работать с информацией, более эффективные, более правильные, которые принесут вам гораздо больше пользы, и вы перестанете тратить время на самое простое перечитывание, которое абсолютно бессмысленно. А тут такое. Ну ладно. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.